Всем привет! Сегодня мы смотрим с вами недвижимость в Аргентине, точнее в Буэнос-Айресе. В этом видео я покажу разные районы, разные квартиры, покажу цены и условия для съема и сдачи. Поэтому продолжайте смотреть, и будет очень интересно. И начнем мы с района Палермо. Это очень хороший, престижный район. Здесь очень много парков. Как раз таки в одном из них мы сейчас находимся. Это японский парк. Здесь очень много красивых цветов. Очень приятный, ухоженный, красивый парк. Сегодня вот, например, выходной, и здесь можно заметить очень много людей. Очень аутентичное, приятное место. Вообще район Палермо считается престижным, хорошим, богатым районом, где очень много зелени, зеленых парков, кафе различных, площадок. И русскоговорящие очень часто выбирают этот район для жизни, потому что здесь якобы хорошо и безопасно. Но в последнее время очень участились случаи воровства, грабежей и так далее. Что это? Это не значит, что повсеместно вот здесь воруют, крадут телефон и так далее. Нет, конечно. Но очень не советуют оставлять, например, дорогие, хорошие вещи в машине. Не советуют ходить вот так вот со своим новым айфоном, вот так, как я это делала раньше. Короче, притягивать к себе внимание тоже не стоит. Если вы аккуратный, не привлекайте к себе особого внимания, то все будет хорошо. Этот район все равно очень хороший, потому что он зеленый, красивый, приятный, в целом безопасный. Ну все, предыстория закончена, пойдемте смотреть квартиру в Палермо, 4-комнатную, сколько она стоит, как она выглядит. Посмотрим. Мы заходим в квартиру и сразу видим гостиную, достаточно просторную. К ней мы еще вернемся, а сейчас пойдем в другую половину квартиры. Она отделена вот такой деревянной дверью, чтобы ни запахи, ни звуки не проникали в ту часть квартиры. Сразу мы видим туалет, тут находится душевая комната, туалет, раковины, все в достаточно новом, хорошем состоянии. Напротив находится детская комната. Здесь мы видим 2 кровати, стол, хороший вид, светло достаточно. И, как здесь распространено, шкафы, которые находятся в стене, чтобы не занимать и не перегружать пространство. А дальше мы идем и видим маленькую студию. В нее нас не пускают, потому что там проходит рабочий процесс обычно. Но я вам скажу, эта комната чуть меньше, чем спальня детская. Теперь вторая ванная комната, она уже побольше. Мы можем заметить, что и раковин, и туалет, и все здесь достаточно современное, с подсветкой, в хорошем состоянии. Здесь уже находится ванная комната, то есть можно купаться, можно помыться в душе, тоже все в достаточно хорошем состоянии. Давайте заходим в мастер-бедрум, где есть большая спальня, рабочее место самоорганизованное, детская кроватка, такой же шкаф, как здесь очень популярно, и, собственно, такая необычная люстра, икеевская. Так как в Аргентине нет Икеи, скажу так, вещь это достаточно уникальная для этого места. Заходя на кухню, вы можете увидеть еще один столик, плиту с духовкой, где уже варятся пельмешки, вытяжка, теплый пол. Все абсолютно необходимые вещи типа чайника. О, вот это самое необходимое. Стиральная машина. Это на самом деле очень редкое явление. Микроволновка, холодильник и выход в гостиную. Пойдемте посмотрим. Ну вот мы в гостиной. Здесь можно найти телевизор, большой стол, диваны и все необходимое. Как вы думаете, сколько обошлась эта квартира? Стоит на $1100 в месяц без света и интернета. Напишите в комментариях, как вы считаете, для 4-комнатной квартиры в центре города это много или мало. И пойдемте посмотрим прекрасное место этой квартиры. Это балкон. Ой, это вообще райский, застекленный, хороший балкон с креслом-качалкой. Просто здесь можно отдыхать, смотреть в окошко, укачивать ребенка и просто отдыхать после утомительного дня. Друзья, сейчас я расскажу вам о преимуществах родов в Аргентине. И как мама, которая сама прошла этот путь и считаю его один из самых лучших в моей жизни, знаю, о чем говорю. Во-первых, ваш ребенок сразу получает сильный паспорт, который дает безвизовый въезд в 160 стран мира, включая Шенгенскую зону, включая Японию и другие страны, а также облегченную визу на 10 лет. Такие страны, как США, Канада, Австралия и так далее. Во-вторых, вы сразу получаете ПМЖ как родители, и у вас нет никаких проблем в жизни в Аргентине. Вы чувствуете себя абсолютно как правомерные граждане. Причина номер 3. Помимо того, что вы получаете свободу передвижения, вы получаете чувство безопасности и можете открывать иностранные счета, открывать свое дело, вести бизнес, можете поступать в высшие учебные заведения и в обычные школы и получать хорошее качество медицинских услуг. 4-я причина заключается в том, что здесь высокий уровень бесплатной медицинской помощи. Вы в любой момент сможете пойти и обратиться к врачу абсолютно бесплатно и будете приятно удивлены
удивлены сервисом и уровнем профессионализма этих врачей. Ну и, конечно же, это просто приятная для жизни страна с южным климатом, с красивой природой, с вкусной едой и доступным уровнем жизни. Если вы уже готовы и решили, что будете рожать в Аргентине, я советую вам обратиться в компанию iWorld. Они сопроводят вас с нуля до самих родов, расскажут вам все на бесплатной консультации, поэтому обязательно записывайтесь, переходите по ссылке и воспользуйтесь услугами профессионалов. А мы с вами пойдемте дальше смотреть квартиры. Мы плавно переместились в район Бельграна. Этот район славится тем, что он очень спокойный. Вы можете заметить, что улицы почти пустые. Сегодня воскресенье. Очень мало людей. Максимум люди, которые гуляют с собаками, либо просто там играют в футбол, в мячик и так далее. Этот район тоже считается одним из престижных, и здесь можно встретить очень много русскоязычного населения. А также этот район славится тем, что здесь есть баррио Чино. Ты знаешь, китайский квартал. То есть здесь можно поесть вкусную китайскую еду. Живет очень много китайцев. И, собственно, много магазинов, которые держат китайское население. А сейчас мы пойдем смотреть квартиру в этом районе. Заходя в эту квартиру, мы сразу видим, что очень светло, достаточно просторно. Большой стол, кресло, телевизор и панорамные окна. Здесь это очень распространено, так как климат позволяет. Также мы видим небольшие полочки для хранения и сервант настоящий, очень что-то такое советское наследие. Также мы можем найти вот такую полку с книгами, с британской энциклопедией. Это вообще очень что-то невероятное. Это не какие-то макеты, это настоящие книги. Дальше мы переходим в спальню. Здесь таких спальней 3. Нас пустили только в одну, но они примерно одинаковые. Дальше мы проходим в туалет, ванную комнату. В первую ванную комнату, она достаточно компактная, небольшая, не новая, но здесь все есть. То есть эта квартира, как и та, была полностью мебелированной. Кухня на самом деле очень функциональная, здесь вообще есть все тарелки, вся посуда, вообще все что угодно, но единственное, она реально очень старая, похожа на дачный какой-то вариант. Здесь вот это очень странный момент, еще один туалет находится. Видимо, он раньше был душем, потому что можно посмотреть наверх и увидеть душ, который уже не работает. И вот такой вот балкончик. Типа, вы туда можете выйти, не знаю, покурить или просто посидеть, подумать о жизни, но никакого вида, просто бетонные стены. Там, собственно, есть стиральная машина. Вот такая квартира. Как думаете, сколько она стоит? Ну ладно, $790 в месяц. Тоже в центре, в хорошем, отличном районе. Напишите, как вам. Еще из хороших районов есть такие, как Ньюнис, Виша Креспо, микроцентр. Мы тоже сегодня посмотрим с вами квартиру из микроцентра Пуэрто-Мадейро. Естественно, у Пуэрто-Мадейро есть обзоры квартиры. В прошлом видео я его прикреплю здесь, вы можете посмотреть, я уже снимала обзор. Цена в этих районах примерно одинаковая. Кстати, Кабашита хороший район, Альмагро хороший район. Мне в этих районах цена уже намного ниже, ну и обстановка там намного из-за отдаленности, из-за преступности и других показателей. Микроцентр 2 стези. Туристическая и деловая. Жилых помещений здесь не так много. Лично я предпочитаю микроцентр за его аутентичность, за его вот такие улочки с брусчаткой, за старую застройку, за архитектуру, и за вот это чувство, что ты прикасаешься к истории и как бы немножко еще там, но уже здесь. И знаете, за последнее время я слышу, вообще русские, как правило, не селятся в микроцентре, а они в основном Палермо, Бельграно, Калета, потому что якобы микроцентр опасный, преступный и так далее. Но за последнее время я слышу случаи преступности именно в Палермо. Может быть, потому что там концентрация русских высокая, и мы как бы новости оттуда слышим тоже чаще от русских. Ну, не знаю. Я не чувствую себя здесь прям какой-то опасности. Не буду говорить за весь микроцентр, да, здесь есть прям супер стрёмные районы, наверное, вот где ниже Сан-Тельмо и туда, Баракас и так далее. Монсеррат, Сан-Николас, мне кажется, it's okay. Сейчас пойдем смотреть квартиру в микроцентре. Даете Монсеррат, смотрите и оцените, как вам такое. Пойдемте. Пришли в квартиру в микроцентре, точнее в районе Монсеррат. Сразу видно, это старая застройка. Очень высокие потолки и высокие двери. Что мы здесь видим? Необычная планировка. Сразу видно, да? Куча дверей, лабиринты. Сейчас будем разбираться. Это гараж. Ладно, на самом деле, это дверь во вторую часть квартиры, хозяйственную часть квартиры, а это жилая часть квартиры. Там первая маленькая комната, там туалет и спальня. И здесь, собственно, у нас гостиная. Давайте зайдем. Гостиная достаточно просторная. Здесь разложенный диван, телевизор, вот такие окна со ставнями. Ну и, собственно,
так это выглядит. Если мы пойдем отсюда на кухню, вот здесь как раз таки гараж, зона хранения вещей. Здесь еще одна комната сервисио для всяких вещиц. Здесь стоит вообще холодильник. Но здесь, я думаю, можно сделать стеллажи для хранения. Это как кладовка для всякой всячины. Маленький туалет, тоже бывший душ когда-то. И кухня. Но кухня здесь очень маленькая. Одно название, я бы сказала, от кухни, потому что, по факту здесь есть только раковина и плита. И там выход на балкон. Балкон тоже одно название балкона. Стиральная машина и сушилка. Вот. И получается, здесь опять, если мы выйдем, такой круг, да? Все, мы пришли опять в нашу кухню. Здесь комната маленькая, хозяйственная. Здесь вообще можно сделать спальню, но здесь сделали студию рабочую. Поэтому в таком состоянии. Ну, собственно, пойдемте смотреть спальню и туалет. Так, это у нас туалет с ванной комнатой. В достаточно хорошем состоянии, я бы сказала. Все это находится для старого фонда. И пошлите в спальню. Так, и последняя комната, спальня. Достаточно пустая комната такая. Вот так она выглядит. Получается, из нее сразу вход в туалет, спальня, 2 окна и все. И как вы думаете, сколько стоила эта квартира? Сейчас она стоит около $450, но она пустая, да? То есть эта квартира, из плюсов огромные потолки, огромные окна, такой старинный антигуа дизайн, но совершенно пустая. Здесь было только газовое отопление, плита, бойлер для горячей воды, собственно, и кондиционеры. Все остальное, телевизор, стиральная машина, вся техника бытовая и все остальное хозяева покупали сами. Я не могу судить, насколько это дорого или дешево. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Но из интересного про эту квартиру. Эту квартиру удалось снять на долгосрочный контракт, то есть на 3 года. И цена при таких контрактах в песо. А песо, как мы знаем, очень сильно подвергается инфляции. И когда заключали контракт на эту квартиру, цена была около $300. К концу года она стала $150. Потом новая индексация, и квартира стала стоить около $500. То есть вот такой вот разброс. Если вы хотите что-то стабильное, что-то устойчивое, то, наверное, стоит снимать квартиру в долларах, потому что доллар более-менее по одинаковой цене вы будете постоянно платить. Но обычно туристам, иностранцам сдают, конечно же, в долларах, конечно же, на минимальное время. Обычно это 3 месяца, 3 плюс 3 плюс 3, или просто 3 месяца. И русскоязычное население в основном снимают именно так, потому что у них нет гарантии владельца или гарантии по недвижимости, никто не может за них поручиться, поэтому так и происходит. В Аргентине очень интересная система сдачи квартир в аренду, и вот эти вот трудности будут встречаться вам на пути. Где можно посмотреть квартиры, на каких сайтах? Это, конечно же, Агентпроп, Зона Проб. Кстати, не забывайте о таких сайтах, как Mercado Libre. Там можно найти вообще все, что можно купить в Аргентине. И также это Facebook, конечно. На Фейсбуке можно найти очень много хороших объявлений даже от владельца. Поэтому не пренебрегайте этим, смотрите, ищите. Точно найдете. Еще одно важное замечание. Когда вы ищете квартиру в Аргентине, очень важно не снимать квартиру вслепую. То есть вам сказали, Палермо там классный район, Реколета классный район, Монсеррат супер район. Очень вам сильно советую сначала взять временный вариант на день, на неделю, посмотреть этот район, погулять в нем. Все-таки вам там жить. И это очень важно, это не примитивно. То есть кому-то реально в Палермо супер идеально классно, кому-то в микроцентре хорошо. Нюнес, Бельграно — это более тихие, спокойные районы, где школы, где семьи. Палермо, Реколета — это больше тусовочная история, хотя там тоже много парков, много семей. Микроцентр — это может быть более деловой, туристический такой вайб. Больше местных в этих районах можно встретить. Но правда, очень важно, чтобы вы сами это прочувствовали. Поэтому надеюсь, что мое видео показалось вам полезным, и вы немного поняли различия районов, различия квартир и их ценовые категории. Поэтому обязательно ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь, и на этом канале вы найдете еще много интересных видео про Аргентину и про жизнь здесь. Ну все, хороших вам денечков, хорошего вам настроения, и до встречи в следующих видео. Пока!